Всем доброй ночи. Дорогие друзья, я сейчас хочу вам показать ритуал с рунами. Руны очень опасные знаки, вы знаете, и трогать просто так руны не рекомендуется, поскольку неправильный чертеж рун может привести даже к смерти, к сумасшествию и так далее. Я себя не называю рунологом, поскольку для того, чтобы быть рунологом, нужно много лет изучать руны, именно руны, направления. Но люди, которые занимаются рунами и сильны в этом, не исключено, что они занимаются другими направлениями колдовства, поэтому лично я считаю, что к рунам нужно относиться очень серьезно. Почему-то считаю, что руны это самый легкий способ колдовства, и везде я на форумах и на сайтах читаю, там всякие рунические знаки рисуют, там, значит, ставы делают. Знаете, это не игра. Это может закончиться очень плохо для вас. Поэтому учтите. То, что я сейчас хочу провести, я ставу не рисую, не делаю, поскольку, я еще раз повторяю, с рунами я очень осторожна и использую их чаще всего только для себя и для близких людей, потому что руны уносят очень много силы. Конечно, они у меня получаются, естественно, если я занимаюсь одним направлением магии, то я могу и другое. Этот ритуал мой, авторский, мой личный, он очень сильный. Я обычно говорю о ритуалах так. Попробуйте, посмотрите сами, там у кого-то получается, у кого-то нет, у меня получается. Но вот этот ритуал, то есть ритуалы, которые я говорю, что сильные и очень сильные, они действительно таковыми являются. Поэтому будьте осторожны. Эта статуэтка богини Фрейи, она выполнена именно по традиции скандинавского пантеона богов. Ключница Фрея, она же богиня. Вообще в разное время по-разному считалась. Она и колдовскими ключами владеет, она и ключами воинов владеет, и мудростью, и благополучием, и деньгами, и прочее, прочее. Вообще боги скандинавского, вот именно скандинавского пантеона, они сильны тем, что к ним именно если обращаться вот с помощью рун, поскольку я уже говорила, что древние духи узнают свои знаки, поэтому будьте готовы, что... Сейчас, секунду. Так. Что они могут потребовать взамен большую откуп, поэтому если вы не уверены, конечно, не трогайте руны. Это мне подсказала мой близкий друг. Друг, почему я ее называю? Потому что подруга звучит как подружка, а она друг. Она мне близкий человек, Ольга Калина. Но, хотя ритуал мой, но подсказка вот именно о ритуале, я помню, что куда-то спешила, и мне нужно было, не буду говорить для чего и зачем, но вот она быстренько так сказала: руна Иса, заморозь, ну ты там знаешь, каким образом. Дала мне идею. И вот эта идея родила вот как бы этот ритуал, который очень эффективен, если вы хотите приостановить несчастье в своей жизни или в жизни другого человека, страдания, даже любовь заморозить, даже болезнь заморозить. Иса – это руна застоя, это руна покоя, спокойствия, замороженности, можно сказать. Иса – это торможение, одним словом. И учтите, что если вы не владеете рунами, и они вам не подчиняются и не любят, вы можете заморозить у этого человека и жизнь, и заморозить вообще все. Поэтому Иса может подчиниться только человеку, который владеет этими силами, владеет, умеет, знает. Учтите, еще раз повторяю, вместо того, чтобы заморозить эти несчастья, вы можете заморозить его жизненный путь и его жизненную энергию, и все заморозится в этой жизни, приостановится, и, может быть, человек погибнет вместо того, что вы спасете. Вот почему я вам говорю, будьте осторожны с этими ритуалами, рунами, если не уверены, не беритесь. Берем кристалл, любой. Если дома нет таких кристаллов, можете взять
кольцо с кристаллом. Я делаю на талии. Значит, я буду чертить 4 руны Иса, и каждый раз давать этим рунам задание, что именно мне от них нужно. После чего эту фотографию оставляю до утра на алтаре, потом храню на месяц. После этого можно сжечь, в принципе, потому что порченные фотографии хранить нельзя. Приостанавливаются все несчастья и прочее, прочее. Точно так же можно руной Иса сделать рунную порчу, если вы хотите приостановить сделку, если вы хотите приостановить бизнес у человека, денежные потоки приостановить и прочее, прочее. Можно приостановить женщину, не дать ей уйти для этого мужчины, давая указания рунам. Рунам указания на что даете, вот руна это указание и выполнит. Так что имейте в виду, прежде чем браться. Берем красный фломастер или маркер, как хотите, кристалл, красную свечу, фотографии человека. Если есть статуэтка Фрей, замечательно. Если нет, то окурите ей благовоний и призовите так. О Фрея, дочь Йорда, Иуда жена, Изванов дева, услышь меня и помоги. Именем богини Фрей и с ее помощью я даю силу рунам и заклинаю их мне помочь. Иса, заморозь в ней страдания и одиночество. Иса, заморозь в Наталье ее страхи, тревоги и панику. Иса, заморозь в ней депрессию, неудачи и безденежье. Иса, заморозь в Наталье безысходность, душевную боль. Именем великих богов, именем богини Фрея я замораживаю твои беды, муки, страхи, депрессию, безденежье и неудачи. Да будет так. После чего на следующий день возле дерева, в лесу или в лесопарковой зоне, где вас не увидят и не помешают, оставляйте 3 монеты. Открывайте пиво, чуть-чуть выливайте на землю, оставляйте пиво со словами благодарности богине Фрей и рунам. Откупаетесь и уходите. А камень, то есть кристалл, мы ложим на фотографию, оставляем до утра. Замораживаем все, что я уже сказала. А эффект какой, она вам скажет. Я хочу сказать, что эффект настолько бывает сильный, что не описать словами. Просто-напросто напрочь исчезает депрессия, напрочь исчезает тревога, страхи, какой-то неустроенность, какие-то панические атаки. Вот все, что мешает человеку спокойно жить, дышать, просто-напросто исчезает в никуда, как будто их и не было. Приостанавливает эта руна. Вообще руны чертятся на время, дорогие люди. Почему? Потому что они помогают на время. Она, когда выполняет свою функцию, руна слабеет и уже как бы не представляет никакой там помощи, никакой ценности. Можно эту фотографию или то, где вы начертили руну, просто сжечь. Еще раз призываю, с рунами особенно нужно быть осторожным, потому что не каждому человеку они поддаются, не каждому помогать, не каждого любят. Поэтому, если вы считаете, что вы можете уже ставы какие-то начертить, то мне вас жалко. Сначала нужно просто стать практиком, очень сильным практиком, чтобы сметь трогать руны. Как бы это ни звучало для вас неприятно, не знаю, но я предупреждаю всегда. Если вы не уверены, не берите за мои ритуалы, потому что мои ритуалы могут вам навредить, если вы не практик. Если вы практик, они вам помогут, они в 2 счета вам помогут, они настолько сильно помогут, что на следующий день просто ощутите, на 3-й день ощутите. Это я обращаюсь к тем людям, которым разрешено, которым я даю свою
разрешение брать и как бы использовать мои руны, извиняюсь, ритуалы, ну и с рунами связанные в том числе, да, у них колоссально идет просто-напросто работать, может быть, где-то даже лучше, чем у меня. Почему? Потому что я им дарю от себя это, понимаете? Поэтому, если вы не уверены, еще раз повторяю, я имею дело с демонами, я имею дело с джиннами, я имею дело с потусторонними, очень страшными силами, которые, ну, вам просто-напросто не стоит туда суваться. Это не самоуверенность, не бахвальство, дорогие люди, поймите меня правильно, у каждого своя стезя. Кто-то занимается травами, кто-то занимается демонами, и для того, чтобы дорасти до таких страшных ритуалов, заговоров, связанных вот с этим миром демоническим, да, вам нужно очень-очень-очень-очень-очень много расти. И если вы не чувствуете в себе эту силу, если есть хоть капля сомнений, не беритесь за это, потому что это вам может не помочь, а навредить. Всего доброго.